Всем здравствуйте! Сегодня вашему вниманию хочу предложить связать такие пинетки, туфельки спицами. Они завязываются на завязках вот таким образом. Можно один узелок, можно два, как вам удобно. Сзади, как вы видите, шва не видно. Вот я даже развяжу и покажу, что из внутренней стороны и с внешней его не видно. На подошве шов тоже не чувствуется. Никакого дискомфорта для ребенка не будет составлять этот шов. И по подошве данные пинетки на 9,5 сантиметров. И вот такие красивые нарядные пинетки сегодня с вами мы будем вязать. Для этих пинеток я буду использовать спицы с номером 3 и пряжа в 50 граммах 180 метров. Теперь на спицы нам нужно набрать 50 петель. Это у нас как 2 петельки идет, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так набираем 50 петель. И вот мы набрали 50 петель, пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 петель. Как вы видите, пинетки у нас связаны платочной вязкой, потому мы будем вязать все ряды платочной вязкой. Достаем одну спицу и начинаем вязать. Первую петельку мы всегда снимаем как бы из внутренней стороны. Сняли. Все последующие провязываем лицевыми петлями. И вот таким образом довязываем до конца. Довязали до последней петельки. И последнюю петельку мы всегда провязываем лицевой петлей. Это для того, чтобы у нас образовались в ходе нашего вязания узелочки, и потом не было видно шовчика на пинетках. Вот таким образом вяжем. Разворачиваем вязание и начинаем вязать следующий ряд. Тоже первую лицевую мы снимаем вот таким образом. Далее провязываем лицевыми петлями. И так нам нужно провязать всего 23 ряда. Вместе с тем, что мы уже провязали, всего провязываем 23 ряда лицевыми петлями. И вот мы провязали полотно, в котором 23 ряда. Пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ряда провязали лицевыми петлями.
Далее вот я маркерами отметила, потому что наше вязание будет немного разделяться. Это боковая часть, у нас на нее уходит 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Также 15 петель и со второй стороны. А по центру у нас остается 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И вот эти вот 20 петель мы будем провязывать по 2 вместе. То есть потом получится 10 петель. И теперь начинаем провязывать первые 15 петель. Первую петельку мы снимаем. Далее это у нас как первая петелька, хоть и кромочная. Считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 петель провязали боковой части. Маркер снимаем. И далее провязываем по 2 петельки вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 петель провязали. Маркер снимаем и провязываем оставшиеся 15 петель. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последнюю петлю мы провязываем тоже лицевой петлей. 15 петель провязано. Поворачиваем вязание. В следующем ряду я снова одела вот маркеры для того, чтобы было вам видно и понятно, что мы провязываем еще 15 петель. Эти 10 петель средние закрываем и оставшиеся 15 тоже провязываем. Первую кромочную снимаем и ее же тоже считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 петель провязали. Маркер убираю. Далее будем закрывать эти 10 петель. Вот закрываем таким образом. Провязываем 2 петельки вместе. Сняли, опять вернули петельку. Это у нас вот одну петлю мы провязали. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот одна петелька у нас уже провязана. Далее довязываем остальные. Вот на спице у нас осталось 14 петель. И довязываем их до конца. И последнюю петлю тоже провязываем лицевой петлей. Вот последняя кромочная тоже провязали лицевой. Вот как у нас разделилось вязание. Это боковая часть, а это вот у нас получился закругленный носик. Вот вперед пинетки закругленный, а это те по 15 петель, которые вот боковые. Теперь мы будем вязать одну часть, а вторую пока провязывать не будем. Вот мы провязываем одну сторону, кромочную сняли и далее вяжем лицевыми петлями. Довязываем до конца. Один бок, последнюю тоже лицевой. Вторую часть мы не вяжем. Поворачиваем вязание и начинаем вязать следующий ряд. Снова снимаем кромочную и провязываем. Всего у нас здесь должно быть провязано 6 рядов. Вместе с тем рядом, что вот мы уже с вами провязали, должно получиться 6 рядов. Провязываем 15 петель в 7 ряду. И последнюю кромочную тоже провязываем лицевой петлей. Далее нам нужно набрать петли для того, чтобы мы могли сделать вот такие завязки для пинеток. Для этого мы набираем 30 петель. Можно сделать длиннее, можно сделать короче, как вам будет удобно. Я набираю 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и так далее. Продолжаем. После того, как набрали, разворачиваем вязание и начинаем провязывать эти петельки. Первую кромочную аккуратно снимаем. Вот сняли ее. И далее лицевыми петлями
провязываем все петельки. Вот таким образом до конца. Так, нитка расслоилась немного. И вот таким образом провязываем лицевые петли до конца ряда. Вот провязали все петельки. Так, рассоединю, чтобы было понятно, лицевыми петлями. Теперь поворачиваем вязание, вяжем следующий ряд тоже лицевыми петлями. Довязываем до конца. Вот мы провязали еще один ряд, и в следующем ряду я буду закрывать петли. Вы, если хотите, можете провязать еще один ряд, а потом в следующем закрыть. Ну, мне нравится, чтобы были тоненькие вот такие завязки, чтобы было удобно завязывать. И вот я начинаю закрывать в следующем вот ряду все петельки. Закрываем. И вот так до конца ряда закрываем все петелечки. Вот одну сторону мы связали. Вот такая завязочка получилась. Теперь переходим к вывязыванию второй стороны. И вот из внутренней стороны, с той стороны, где у нас носочек, провязываем первую петельку. И далее вяжем все петли лицевыми петельками. И теперь повторяем со второй стороны пинетки все так же, как мы вязали вот с первой стороны. И провязываем так же, как вязали вот с этой стороны. Провязываем сначала 6 рядов, в 7 добавляем петельки и все провязываем одинаково. И вот такая пинетка у нас получилась. Теперь нам нужно ее сложить пополам. Для начала спрячем все ниточки на изнанку, а одну ниточку оставим вот длинненькую, ее прятать не будем, так как к ней будем сшивать всю пинетку. И теперь будем делать вот такой красивый шов. Как вы видите, он вообще, его незаметно. Это вот изнанка, это лицо. Так как у нас вот в нашем вязании получились, сшивать мы, естественно, будем на лицо. Вот это у меня лицевая сторона. И захватывать будем вот за вот эти узелочки, вот такие. Сразу вот сверху соединяем 2 детали. Вот. Теперь вот захватываем за вот эти узелочки, и тогда шов будет вообще незаметный. Вот таким образом сшиваем пинетку. Как вы видите,
шва не видно ни с одной стороны, ни с другой. И так дошиваем до пяточки. Еще раз показываю, вот какой шов. Его практически нет. Вот изнанка. Мы дошли до пяточки. И теперь будем соединять подошву. На подошве тоже захватывая передние петелечки. Вот таким образом сшиваем. И тоже шва не будет на подошве. Его вот видите, тоже практически не видно, и он абсолютно никак не ощущается. Ребенку не будет доставлять дискомфорта. И дошиваем где-то вот до вот этой части, а здесь оставляем. Дальше я покажу, как сшивать. И вот, когда мы полностью сшили практически подошву, здесь вот осталось место, там, где 9 петелек у меня осталось. И вот здесь захватываем за передние стеночки все эти петельки. Вот таким образом. За переднюю стеночку каждой петельки и протягиваем ниточку. Это для того, чтобы носик у пинетки был закругленный. Вот все мы их по всем петелечкам мы прошлись, и теперь таким образом стянули дырочку и выводим ниточку на изнанку. Еще немножечко подтягиваем, и здесь уже можно сделать маленький узелочек и спрятать ниточку. И вот такая пинеточка получилась. Вот на подошве тоже шов немного видно, но он не чувствуется абсолютно. Также и вот сзади пинетки. И вот такие симпатичные пинетки мы сегодня с вами связали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!